привет! Сегодня приготовим обалденный закусочный пирог с грибами. Пирог неимоверно вкусный, он будет красиво смотреться на праздничном столе. Сначала приготовим тесто. Нам понадобится 250 грамм муки и пол чайной ложки соли. 130 грамм холодного сливочного масла натираем на терку. Тереть на терку не обязательно, можно масло с мукой перебить в блендере или растереть руками. С муки и масла нужно сделать крошку. Добавляем одно яйцо и 40 мл холодной воды. Вода должна быть с холодильника, но если нет, то подойдет и комнатной температуры. Сначала все перемешиваем ложкой, а потом замешиваем тесто руками. Если вам нравится видео, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. Тесто долго вымешивать не нужно. Когда все компоненты соединились, собираем в комок, и тесто получается гладкое, пластичное. Ненадолго оставляем его отдыхать, а тем временем приготовим начинку. Нам понадобится один большой лук, либо 2 средних. Режем его четверть кольцами. Отправляем лук в сковородку и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Готовый лук я выкладываю на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Либо можно процедить через сито. 150 грамм твердого сыра натираем на крупную терку. Отваренное в подсоленной воде куриное филе режем на небольшие кусочки. Можно использовать любое куриное мясо, например, филе бедра, либо голени. К сыру добавляем пожаренный лук и филе курицы. Ну вот, один слой начинки готов. Теперь займемся грибами. У меня шампиньоны, но если у вас есть возможность использовать лесные грибы, то это будет очень вкусно. Грибочки сильно тонко резать не нужно, минимум 2-3 мм. Обжариваем на сухой сковороде, без масла. Когда грибы пустили сок, добавляем целые маленькие грибочки, это будет наш декор. Когда вся влага из грибов испарилась, добавляем подсолнечное масло, соль и перец по вкусу. Перемешивать грибы нужно аккуратно, чтобы не повредить грибочки, которые для декора. Грибы приготовились, выключаем плиту и маленькие грибочки достаем на отдельную тарелку, чтобы они не попали в начинку. Тесто полежало, отдохнуло и стало еще более пластичным. Скалкой раскатывать его не нужно, просто растягиваем руками и укладываем на форму. Тесто от середины растягиваем до бортиков. У меня размер формы 28 см и высота бортика 3,5 см. Равномерно распределили тесто по форме и формируем красивый бортик. Для этого я использую вилку. Лишнее тесто отщипываем, но выбрасывать его не нужно. Укладываем его на дно формы и равномерно распределяем. Сначала выкладываем начинку с курицей. А сверху грибную начинку. Посыпаем натертым сыром, только не слишком много, так чтобы немножко было видно грибочки. Для заливки нам понадобится 250 мл сливок. Добавляем к ним базилик и соль. Перемешиваем и заливаем пирог.
Курица, грибы и сливки – это идеальное сочетание. Теперь сделаем пирог красивым. Делаем небольшое углубление и туда вставляем грибочки. Накрываем пирог фольгой, только не сильно плотно, просто делаем купол и посередине вырезаем дырочку. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут. Потом снимаем фольгу и допекаем еще 15 минут до красивой золотистой корочки. Чтобы пирог был похож на грибную полянку, посыпаем его зеленью. Вот такой вот красивый пирог у нас получился, а какой он вкусный, я вам не могу передать. Обязательно приготовьте такой пирог, порадуйте своих родных и гостей.